Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас в новом влоге. Приближаются майские, а у нас так похолодало, что я уже и в пальто, и даже в шарфике, хотя шляпу сегодня не одевала, потому что буду мало на улице, но если бы нужно было ходить, то она бы мне пригодилась, и даже легкие перчатки. Как ни странно это звучит, уже было несколько дней таких теплых, и уже опять такая холодрыга. И то, что я видела на прогнозе погоды, майские тоже не обещают ничего оптимистичного, поэтому, наверное, шашлыки, на которые я уже купила мясо, накроются медным тазом. Придется придумывать что-то еще, потому что вряд ли мы посидим в саду и, не знаю, поедем ли мы куда-нибудь или нет. Все зависит будет от того, какая будет аура на улице и слишком ли это будет привлекательно, потому что то, что я вижу сегодня, то не очень. Вот такая погода за окном. Это у нас приближается маевочка. Смотрю в окно, пошел дождик. А я-то шляпы не взяла. И не знаю, ли зонтик у меня из багажника, не вытащили ли его дети. Если вытащили, то мне хана. Надеюсь, что зонтик есть, иначе придется сумку на голову одевать, если он будет слишком сильный. Саляви, друзья. Итак, с чего я хочу начать сегодняшний влог? Хочу поделиться с вами такой какой-то странной неприятной ситуацией, которая с нами произошла несколько дней назад. Мы с мужем работали в саду, и вообще мы так заметили, что по нашей округе ходит муниципальная полиция. Сначала мы подумали, что это связано там с одним таким происшествием неприятным, которое у нас произошло, я скажу так, неделю назад, и мы думали, что, может быть, полиция ходит и смотрит, спрашивает людей, свидетелей и так далее. Но пришли к нам, и что же оказалось? Те, что со мной уже давно, знают, что у меня нету канализации, у меня на участке экологическое, как сказать, очистительное сооружение, в которое входит вода из дома, и потом там есть какая-то целая система, там, как сказать, дренаж у нас и так далее, и все это очищается и через дренаж выходит в грунт. Так что мы платим только за воду, которая к нам входит в дом, а уже за выход мы не платим, потому что у нас вот это вот сооружение, которое мы установили, когда еще строили дом. И скажу вам, что ни дня об этом не пожалели. Но об этом потом. И если вас интересует, почему не пожалели, поставьте пальчик вверх и напишите комментарий, чтобы я ответила более детально на этот вопрос. Потому что это интересно, особенно для тех, кто строит дом. Но и для тех, у кого есть возможности, тоже может себе такое устройство купить. Итак, пришли к нам и потребовали от нас... как сказать, счет на то, что мы это сооружение, как сказать, очистили, то есть вывоз заказали. Мы это делали 18 июня, и я пошла домой принести фактуру, ну не чек, а фактуру, да, на это очищение, которое было выписано на мое имя и так далее, и было имя этого, как сказать, не учреждения, а этого частника, который к нам приходил это делать. Вот все как должно быть на официальном бланке с печатями, с ценой и все так далее. И после этого этот полицейский требует от нас договор. У нас глаза такие, как 5 копеек. Откуда какой договор? До сих пор вообще было, не знаю, лет 15 вообще никто ничего не проверял. Потом вроде бы прислали нам уведомление, что нужно это хранить, вот эти вот, как сказать, фактуры. Хотя мы всегда, нет, не всегда, когда не проверяли, мы фактуру не брали. Мы просто заказывали, он приезжал, когда по надобности и чистил.
Но потом стали, потому что если не берешь фактуру, тогда дешевле получается. Поэтому мы фактуру не брали. Потом, когда вот это вот все закрутилось, мы стали брать фактуры. Но я принесла фактуру, он спрашивает договор. Я говорю, какой договор? А вы что, не знаете, ввели договоры? Я говорю, откуда, от какого момента ввели эти договоры? Потому что мы ничего не знаем. Но он вроде бы говорит, что от августа месяца. Я говорю, посмотрите на дату, у нас 18 июня. И тогда, когда приезжал этот человек, он нам ничего не говорил, ни про какие договоры. Вы попросили фактуру, он выставил, и вот и все. Ну, тогда вы должны у него попросить договор. Я говорю, ну как же я попрошу договор, когда он вывозил в июне, я буду сейчас подписывать договор, оказывается, теперь нужно иметь не только фактуру, подтверждающую, что вот состоялся вывоз, но и еще какой-то договор. И такая абсурдальная ситуация, понимаете, подписывайте договор. Я говорю, я не знаю, ли он вообще подпишет с нами договор, и вообще зачем мне этот договор, когда я вывожу чищу это сооружение раз в 2-3 года, потому что так на инструкции. И я, когда заказываю кого-то, то я звоню в несколько мест, сравниваю цены, сравниваю условия, и тогда выбираю. Я же не могу себя связывать договором, а он мне потом какую-то цену заоблачную поставит. Ну, вам не надо его держаться, вы можете взять и другого. Я говорю, ну тогда какой смысл договора, когда я не обязана с ним себя связывать? А договор должен быть. Я говорю, кто со мной теперь подпишет договор, когда я буду только-только вот почистила и буду через 2-3 года только заказывать? Это ваши проблемы. Вот они дали какой-то один телефон, звоните и так далее, потому что будет очень большой штраф. Мы начали звонить. Наш старый поставщик сказал, что он уже не будет такими сооружениями заниматься, договоров он подписывать не будет. Это очень большая волокита, для него это какие-то проблемы. Позвонили еще в 2-3 месяца. Никто не хочет подписывать договоры. Если что, то вместе с вывозом. Я говорю, ну я вывоз не буду иметь, потому что я только полгода назад выбирала. Мне это не нужно. Короче говоря, поспросили у соседа, он дал какой-то адрес, и, скрипя сердце, этот человек нам прислал договор. Хотя тоже хотел с вывозом. Муж звонит в эту полицию, чтобы сказать, что у нас договор есть, выслал им фотографию. Теперь они нам морочат голову, что они приедут или мы должны к ним поехать и списывать протокол. Я говорю, а какой протокол списывать? Чего протокол? Мы ничего не нарушили. Какой может быть протокол? Хотели договор, мы вам выслали договор, еще какие-то протоколы списывать. Я просто в шоке от этого всего. Мы не какие-то там, правонарушители, не какие-то преступники. И вот есть у полиции время заниматься такой ерундой, и бумага, время на все вот это, чтобы заняться нормальными делами, с правопорядком. Вот они бегают за человеком. И нам никто не прислал, должны были нам прислать, я считаю, должны были нам прислать какое-то уведомление, что вот вводится такое-то, такое-то требование, вы должны иметь договор подписанный и так далее. Никто ничего не присылал, и вот теперь такая волокита. А еще чего лучше, когда я принесла ему показать мою фактуру на то, что я в июне чистила это сооружение, он еще сказал, принесите свой паспорт, чтобы показать свое ID, чтобы показать, кто вы такая. Я говорю, а какое ваше дело, кто я такая? Вы пришли проверять, вас что интересует, кто я такая, или то сооружение, которое находится на этом участке, и показать вам фактуру с адресом, что его почистили. Почему я вам должна показывать свое ID? Еще этого. Вас интересует фактура? Пожалуйста, получите, распишитесь и все. Я еще буду показывать фактуру, я еще должна дать свой номер телефона, чтобы он перезвонил. Я говорю, я номер телефона вам свой тоже давать не буду, потому что это мое личное дело. И если вас интересует договор, то дайте свой телефон, я вам позвоню, и я вам вышлю этот договор, когда он у меня будет. Но просто, я не знаю, вот я в шоке от такого... как сказать, я даже не знаю, как это назвать. Вот, добропорядочных граждан вот так будут проверять до нитки, до трусов.
А вот бегают разные преступники, разные, я говорю, займитесь, я говорю, чем вы занимаетесь? Ну, мы занимаемся правопорядком, мы занимаемся чистотой, вот всем этим. Я говорю, посмотрите, у меня за забором, это не моя территория, это территория города. Посмотрите, сколько там всего навалено, я должна это чистить. Вот займитесь этим. Ну, ха-ха-ха, вы думаете, что вам соседи так напачкали? Я говорю, это не соседи, это люди, которые проходят. Говорю, это если это ваша территория, вы за этим следите, пожалуйста, позвоните в те инстанции, которые этим занимаются, пусть придут, почистят, покосят траву, пусть сделают здесь порядок, раз вы этим занимаетесь. Почему вы так вот бегаете и на ровном месте делаете людям проблемы? Извините меня, конечно же, друзья, за мои эмоции, потому что ситуация просто смешная. Мне кажется, хватит прийти и проверить фактуру, если вы действительно вывозили, не вывозили, и до свидания. Но вот такие делать людям проблемы и нам, и фирмам, которые этим занимаются, потому что я разговаривала с нашим старым, не поставщиком, но, как сказать, с нашим старым мастером, не знаю, как это еще назвать, но и он сказал нам, раскрыл нам все карты, сколько им добавили тоже всякой волокиты, что он говорит, если этой всей волокитой заниматься, то он обслужит половину клиентов с тех, что он дослуживал до сих пор. Я не знаю, кому это служит, но у нас вот делается такая бюрократия и такая, как сказать, даже ненужная, вот, и даже обидная, потому что это все содержится на наших, как сказать, на наших налогах. И если бы на это не тратить налоги, посмотрите, сколько бы можно было этих денег вложить в какие-то действительно полезные вещи, а не на такую дурную бюрократию, когда они вот бегают по участкам и вот так залавливают людей. Для меня лично эта ситуация была очень раздражительная. Покажи им фактуру, покажи им ID, еще договор, еще что, еще и так же. У соседа есть бассейн, они побежали еще проверить этот бассейн с ног и до головы, вдоль и поперек бегали. Мы не знали сначала, почему к ним полиция пришла проверять бассейн, а потом мы уже поняли, что они у него все вот это вот пришли проверять, на что у него есть договор, на что нету. Вот, ну, поэтому вот как-то так. Так что, друзья мои, не думайте, что если в ваших странах вы думаете, что у вас большая бюрократия и так далее, сравните с нашей. У нас ее очень-очень много. И если вот так вот заниматься всеми вот этими делами, то такое впечатление, что тебя уже вот так зажали по горло, потому что на все нужно без бумажки. Я скажу так образно, букашка, а вы вот уже себе перефразируете, кто ты без бумажки, а с бумажкой человек, и то даже не всегда, если у тебя какой-то бумажки еще не хватает. Извините за такой эмоциональный сегодняшний ролик, но просто эмоции иногда зашкаливают. Рассказываю все как есть, рассказываю все вот нюансы, не только позитивные, но и такие, которые встречаются на каждый день. Поэтому пишите в комментариях, на каком уровне у вас бюрократия, какие вот такие парадоксальные ситуации бывают у вас, и что вас также раздражает. На этой ноте заканчиваю мой сегодняшний такой ролик. Если вам было интересно, поставьте мне пальчик вверх, подписывайтесь, заходите и делитесь в комментариях не только своими позитивными, но, возможно, и негативными какими-то аспектами жизни, потому что, когда мы прочитаем, как живут другие люди, и сравним со своей ситуацией, иногда нам станет легче от того, что у нас может быть не все так плохо, как нам кажется. Пока-пока, до новых встреч!